Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить вот такие замечательные, очень вкусные и красивые куриные рулетики. Прелесть этих рулетиков в том, что их можно подавать и как горячее блюдо, и как закуску. Когда рулетики остынут, они, конечно, лучше нарезаются. Вы только посмотрите, какая красота получается. Мясо очень сочное, хорошо проготовилось. Посмотрите, великолепно, очень красиво и ароматно. Это простое, но очень красивое блюдо. Конечно, украсит любой праздничный стол. Рулеты такие нарядные, что их особо и не надо украшать. Но у меня есть, посмотрите, вот такая ветка настоящего перца зеленого. И я тоже ее хочу добавить в композицию. На самом деле это черный перец, только он еще зеленый. Когда он высохнет, он будет черным обычным перцем. У меня вот такие куриные ножки. И сейчас, конечно, надо отделить мясо от косточек. Делаем вот такие надрезы по косточкам. Аккуратно, не спеша. Доходим до косточки и аккуратно срезаем мякоть. Зачищаем косточку. Как видите, во Вьетнаме продаются такие совсем небольшие ножки. Вообще курицы сами по размеру очень небольшие, поэтому и сами рулетики получатся небольшого размера. Подрезаем здесь возле хрящика. На самом деле все это очень быстро и просто. Ну вот, я зачистила косточки, осталась мякоть, и вот это я срезаю. Получилась вот такая мякоть. Все очень просто. И таким образом, конечно, я подготавливаю все куриные ножки. Итак, для рецепта мне понадобятся вот такие куриные окорочка, с которых я уже удалила косточку. Всего у меня здесь 6 окорочков. Приготовлю маринад. В миску добавляю соль, черный перец. Конечно, соль и черный перец добавляйте по вкусу. Чайная ложка сушеного чеснока, чайная ложка сушеного кориандра, чайная ложка кумина, сладкой паприки и буквально четверть чайной ложки хлопьев перца чили. Добавляю 3 столовые ложки оливкового масла. Хорошо все перемешиваю. Выливаю весь маринад в миску к мясу. И хорошо промазываю все окорочка. Оставляю таким образом мясо на столе примерно на полчаса, чтобы оно промариновалось. Также для рецепта мне понадобится болгарский перец разных цветов и половинка репчатой луковицы. Болгарский перец режу соломкой. Конечно, я удалила все перегородки и семена. Слишком тонко резать не надо. Вот такие полосочки. И также соломкой режу репчатый лук. Формируем рулетики. Мясо я выложила кожей вниз. И выкладываю сюда перец разных цветов и лук. И хорошенечко сворачиваю плотненько в рулет. Получается вот такой рулетик. Перекладываю рулеты пока на тарелку. Здесь у меня пергаментная бумага. И каждый рулетик я заворачиваю в пергаментную бумагу. Плотненько поджимаю. И закручиваю хвостики, как у конфеты. С одной стороны и с другой. Вот таким образом. Перекладываю рулеты на противень. Наливаю на противень немного горячей воды, чтобы немного покрылось дно. Рулетики я отправляю в хорошо разогретую до 190 градусов духовку
примерно на 30-35 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Рулетики я достала из духовки. Запекались они у меня всего 35 минут. Посмотрите, и почти вся жидкость из противня выпарилась. Рулетики уже готовы. Пахнут они просто потрясающе. Подавать эти куриные рулетики можно к столу и холодными, и горячими. Я сейчас разверну один рулетик, он горячий. И здесь, конечно, внутри есть сок. Рулетик я переношу на доску. Посмотрите, как хорошо все запеклось. Мясо прекрасно держит форму. И я разрежу, чтобы показать, что получилось внутри. Даже горячий рулет прекрасно держит форму. И мясо очень сочное. Вы видите? Курица полностью проготовилась. Выглядит все просто потрясающе. Очень вкусно. Прелесть этих рулетиков в том, что их можно подавать и как горячее блюдо, и как закуску. Можно их подавать и холодными. Друзья, если увидите в продаже вот такой зеленый перец, это, конечно, очень вкусно. Я вот сейчас отломаю себе горошинку и буду пробовать вместе с мясом. Горошинку перца и мясо. Друзья, рулеты получились просто невероятные. Они такие сочные, нежные и замечательная начинка. На самом деле очень простая. Болгарский перец и лук. Ну и, конечно, специи, в которых мы мариновали окорочка. Просто божественно. Я всем рекомендую приготовить и попробовать. Я желаю вам приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!